Приветствую вас на канале Техревизор. Сделал подборку умных розеток. Для тех, кто не знает, это довольно полезная приблуда. Своего рода удаленный включатель-выключатель электроприборов в вашем телефоне. В общем, если вас хоть капельку интересует умный дом, всякие устройства к нему и автоматизация рутинных процессов, точно стоит узнать об умных розетках подробнее из этого видео. А если вы уже в курсе, что и как только не можете выбрать, то я подобрал 5 моделей, из которых можно приобрести какую-нибудь себе домой. Варианты есть разные, подойдут они под разные экосистемы умных домов с разной стоимостью и внешним видом. Поэтому выбирайте из этого рейтинга подходящую под свои запросы. А перед тем, как мы начнем знакомиться с участниками, можете поставить лайк и подписаться на канал. Вдруг еще что-то полезное для себя здесь найдете. На 5-м месте рейтинга стоит Aqara Smart Plug. Это умная розетка для большинства домашних устройств. Максимальная мощность, которую она может переварить, 2200-2500 Вт. Если конкретно в цифрах, то это ток на 10 ампер и напряжение в 220-250 вольт. Вообще, этого достаточно практически для всех лайтовых электроприборов. Но, например, такие мощные устройства, как водонагревательный бак, лучше не втыкать, так как розетка просто расплавится от перегрузки. Но, что важно, не загорится, так как здесь предусмотрена специальная защита, да и сделана розетка из термостойкого пластика. То есть какую-нибудь лампу, нагреватель, утюг, да хоть плойку для волос можно подключать. Все, что попадает в наши рамки. Если хотите убедиться, что ваш прибор эта розетка вытянет, можете посмотреть маркировку на нем. Там указаны все нужные цифры. Умная розетка легко подключается, просто вставляясь в обычную вмонтированную в стену розетку. Затем нужно ее включить, скачать фирменное приложение Aqara, подключить к софту и вуаля. Теперь вставляйте, например, для теста какой-нибудь светильник в умную розетку, включайте и выключайте его с телефона. Также можно настроить таймер работы светильника или что у вас там. Можно смотреть статистику потребления энергии, выявлять, что у вас самое прожорливое. Можно и голосовому помощнику подключить, если не хотите постоянно заходить в приложение. Работает Aqara с Mi Home, Apple HomeKit, Google, Яндекс, Amazon, Alexa. В общем, в плане экосистемы умного дома она очень универсальна. Но да, слабенькая. Не для каждого устройства подойдет. На 4-м месте стоит Xiaomi Smart Power Plug 2. И вот ее уже можно смело втыкать в любой электроприбор, так как максимальная мощность, которую она способна выдержать, 3680 Вт. Это означает, что параметры номинального тока и напряжения находятся на уровне 16 ампер и 240 вольт. Поэтому, по сути, здесь нет никаких ограничений, что втыкать в эту розетку. Хотя, конечно, кто знает, какого зверя вы хотите наделить разумом от умной розетки. Она, конечно, защищена от перегрева и перегрузки, ничего страшного не произойдет. Но если это какое-то неординарное устройство, лучше почитать его электрические показатели. К чему нам лишние проблемы? В целом, подключается она тоже легко, просто вставляясь в розетку, в которой, кстати, компактно занимает одно посадочное место, коннектится с приложением Mi Home и дальше вы сами настраиваете сценарий использования. Сейчас, например, в зимнее время очень актуально подключать к умной розетке конвекторы, настраивать время их работы, чтобы и просыпаться в тепле, и засыпать с отложенным выключением, не переживая о последствиях. Эта розетка работает с экосистемами умных домов от Яндекс, Xiaomi, в том числе с российским регионом. Можно подключать голосовых помощников, следить за расходом энергии. Также есть возможность докупать дополнительные умные устройства и соединять их в один сценарий. Например, с датчиком движения, датчиком уровня влажности и всего остального. И если вот так заморочиться, получится реально умный дом. Но если вам все это не нужно, а достаточно лишь возможности удаленно управлять электроприборами, выставлять их работу по таймеру, то и для этого Xiaomi Smart Power Plug 2 отлично подойдет. Ну, а вот эта TP-Link Tapa P110 понравилась больше прошлой Xiaomi за счет цены. Она практически в 2 раза дешевле, при этом имеет схожие характеристики. В общем, соотношение цена-характеристики у нее соблюдается лучше. Номинальный ток и напряжение на том же уровне, 16 ампер и 240 вольт. Соответственно, и максимальная мощность 3680 Вт. Поэтому ограничений по электроприборам никаких. Опять же, не считая чего-то неординарного. А всякие бойлеры, кондиционеры, конвекторы можно включать без проблем. На это розетка и рассчитана. Устанавливается тем же способом, вилкой в розетку. Тоже много места не занимает. Разве что в тройник может не вместиться, загромоздив немного соседнее отделение. Но это не самая страшная проблема. Из более приятного есть защитные шторки. Полезная тема, если переживаете за маленького ребенка. В целом пользоваться ею нужно так же, как и всеми остальными. Только приложение другое качать надо. Tapa.
Из дополнительного функционала режим «нет дома» для тех, кто регулярно покидает квартиру. Розетка периодически может зажигать какой-то торшер или лампу для имитации нахождения владельца дома. Таймер остается на месте, мониторинг потребления электроэнергии тоже есть. Есть возможность работать с голосовыми помощниками, чтобы давать команды голосом. Поддерживаются Amazon Alexa, Google Ассистент, Яндекс Алиса, Маруся. В общем, с этим тоже проблем не будет. У этой розетки есть все для решения необходимых задач. Лишь бы у вас фантазии хватило для применения. Ну а если у вас эта розетка уже не первое умное устройство в доме, если уже сформирована какая-то экосистема на базе той же Алисы, то купить именно яндексовскую розетку было бы логичнее. Так им дружить проще будет. Поэтому вторую строчку топа я отдал умной розетке от Яндекса. Это одна из популярных экосистем для создания умного дома в России. Все-таки бывают всякие неполадки с иностранными розетками. Где-то голос распознает на английском языке, где-то и вовсе в РФ-регионе не работает, как некоторые Xiaomi. Конечно, для этого рейтинга я отобрал только полностью исправные и адаптированные под современные реалии модели. Этот же вариант от Яндекса также предназначен для всех электроприборов. Максимальная мощность розетки 3680 Вт. Номинальный ток напряжения 16 ампер и 250 вольт. Поэтому каких-то ограничений по тому, что можно втыкать, что нельзя, толком и нет. Без проблем можно автоматизировать работу от настольной лампы до бойлера. Хотя, кстати, все, что касается умного света, можно передать умной лампочке. Для них я тоже сделал отдельный рейтинг, в котором можно выбрать всякие разные варианты под любые задачи. Ну а всякие обогреватели, утюги, плойки и им подобную бытовую электронику отдать умной розетке. С помощью приложения «Дом с Алисой» розеткой легко управлять, настраивать ее и задавать сценарии работы. Есть все базовые опции: выставление таймера работы, контроль потребления энергии. Также можно докупать другие умные устройства Яндекса, хоть пульт, хоть лампочку, хоть какой-то датчик. И легко настраивать полноценную систему умного дома. Алиса без проблем распознает голосовые команды и легко определяет, что вы от нее хотите. Главное, правильно настроить сценарии. Лучшей в 2023 году стала Hyper IoT P07. Она симпатизирует мне больше всех остальных розеток лучшим соотношением цена, характеристики, качество. То есть, если вы рационально подходите к покупке умной розетки, именно эту модель можно рассмотреть в первую очередь. Ее можно использовать для любого электроприбора, так как максимальная мощность находится на уровне 3600 Вт. Это 12 ампер и 250 вольт. То есть розетка предназначена для любой техники, что у вас есть дома. Кроме электрочайника, конечно. Сами понимаете, он немного по-другому работает. Подключайте те вещи, которые постоянно нуждаются в вашем контроле. Так и будете уверены, что утюг выключен, и если что, сможете заранее включить обогреватели, чтобы вернуться домой в тепло. Для этого нужно только вставить розетку и подключить ее в приложении Hyper IoT. Там можете выставить, например, тот же таймер работы определенной розетки, можете настроить сценарий работы по голосовой команде, а можно активировать режим «нет дома». Плюс есть возможность докупить другие умные девайсы Hyper, ту же лампочку или ИК-пульт, и собрать все в одну целую экосистему Hyper IoT. Или можете просто индивидуально подключить хоть одну розетку и без проблем пользоваться. Смысл вы уже знаете. Главное, что розетка работает со всеми экосистемами умных домов. Умный дом Яндекса, Google Home, Mail.ru, МТС. Розетка без проблем коннектится к любому голосовому помощнику и четко выполняет данные ей команды, поэтому это по всем фронтам универсальный вариант, да еще и за невысокую цену. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.